Это видео является продолжением истории о расследовании загадочной смерти 18-летней мексиканской девушки Дебани Эскобар. Если вы не смотрели предыдущие два видео, ссылка на них будет в описании. После того, как отец девушки предоставил прокуратуре результаты независимой экспертизы, которые опровергали версию властей о несчастном случае, и после того, как в дело вмешался президент Мексики, публично пообещавший, что в смерти Дебани, если будет установлено, что она криминального характера, безнаказанности не будет, прокуроры Нуэва-Леона обратились в суд для получения разрешения на эксгумацию тела и проведения еще одной экспертизы, которая должна поставить все точки над «и». 1 июля 2022 года, получив разрешение и соблюдя все формальности, тело Дебани эксгумировали и отправили на третью экспертизу. Вскрытие и остальные дополнительные исследования проводились 3 ведущими судебно-медицинскими экспертами Мексики при участии эксперта из Гватемалы, входящего в структуру Организации Объединенных Наций. В понедельник, 18 июля, были оглашены 4 основных вывода, сделанных экспертами. Первый – это причина смерти. Если первая и вторая экспертизы назвали причиной смерти черепно-мозговую травму, то теперь эксперты заключили, что есть достаточные основания утверждать, что Дебани умерла от удушья вследствие закупорки дыхательных путей. Этот тип удушья может быть вызван другим человеком, а может быть вызван и несчастным случаем. Проще говоря, девушка умерла из-за возникновения препятствия потоку воздуха из внешней среды в легкие. Второй вывод экспертов гласит, что нет никаких доказательств того, что перед смертью девушку заставляли вступать в интимную близость против ее воли. Это опровергает заключение независимой экспертизы, которая утверждала обратное. В третьем пункте говорится, что удушье в результате погружения в воду полностью исключено, то есть девушка точно не утонула в воде, уровень которой в цистерне достигал 90 сантиметров. Четвертый вывод наиболее интересный и порождает массу вопросов. Эксперты пришли к выводу, что смерть девушки наступила за 3-5 дней до обнаружения тела. Напомню, что Дебани исчезла в ночь с 8 на 9 апреля. Тело нашли 21 апреля на территории мотеля, который до этой даты прочесывали несколько раз, но тело почему-то не нашли. Если верить выводам третьей экспертизы о том, что смерть наступила за 3-5 дней до обнаружения тела, то получается, что Дебани умерла в период с 16 по 18 апреля. Тогда возникает вопрос, а где она находилась до этого времени? Если тело подбросили, то кто? Могла ли она все это время удерживаться на территории мотеля? Могла ли Дебани около недели находиться в цистерне и быть живой? Это с учетом того, если верить первоначальному заявлению прокуратуры о расположении ее вещей внутри цистерны. Почему администрация мотеля сначала утверждала, что записи с их камер не ведутся? За ложь о камерах, кстати, ответственности никто так и не понес. В общем, после проведения третьей экспертизы вопросов стало еще больше. Стоит помнить и о том, что с момента обнаружения тела до момента проведения третьей экспертизы прошло более 70 дней, и процесс разложения мог уничтожить важные улики. Если бы изначально расследование проводилось профессионально, то наверняка вопросов в этом деле было бы намного меньше. Отец Дебани Марио потребовал проверить всех людей, причастных к проведению первой судебно-медицинской экспертизы на предмет предполагаемой халатности, умысла или бездействия. Прокурор Нуэва-Леона заявил, что расследование смерти Дебани будет продолжено с фемицидом в качестве основной версии. Точка в этом деле не поставлена, и если появится новая информация, я вас обязательно проинформирую.